Всем привет, с вами Вика Вэй. Сегодня мы отправляемся в Рим и узнаем, что можно успеть за один день. Особенно, когда на пути тебя подстерегают кое-какие испытания. Вообще сразу обозначу, что в Рим мы летим весьма хитрым способом. Мы выбрали Рим как город для пересадки в Испанию, потому что и виза у нас испанская. Но мы при этом специально выбрали такую пересадку, где большой промежуток во времени, чтобы успеть погулять и узнать Рим. И первое, что встречает нас в аэропорту, это, конечно же, огромное количество указателей, что очень удобно. Автобусную остановку весьма просто найти. Здесь же и покупаются билеты на эти автобусы, очереди небольшие. Все попадают весьма просто на эти автобусы. Эти же самые билеты можно купить онлайн. Они придут на почту. Будет чуть-чуть подешевле, в том числе будет еще дешевле, если вы берете сразу в обе стороны. Что мы и сделали. Заплатили 19 евро 80 центов. Эта сумма уже за двоих. Ну и можете посмотреть, какая я грустная села в автобус. Как думаете, почему? Все просто. Я ввела не тот имейл. Будьте внимательны, потому что мне пришли билеты не на тот имейл. Поддержка вопрос не решила, тем не менее. И в ту сторону поехали, и в обратную, все. Просто показали, что вот мы как бы покупали. Немножко там что-то постарались, объяснили, сказали order number, и как бы все такие, ну ок, все. Мы с вами едем начинать наше римское приключение с центральной станции Термини. Там можно легко потеряться среди местных, среди туристов, но тем не менее это такое место, куда приходят все автобусы. И пока едем, мы с вами видим очень много таких красивых деревьев. Это все итальянская сосна, называется она пинья. Она просто невероятная, настоящий символ Рима. Ну и пока едешь, есть крутая возможность посмотреть и архитектуру, и как люди живут. То есть посмотреть те райончики, куда ты бы не зашел как турист. Поэтому, если вы выбираете, как вам поехать от аэропорта до города, выбирайте автобус, не выбирайте поезд, потому что там вы будете наблюдать только природу. Например, вот здесь мы с вами видим базилику, старейшую из 4 главных базилик Рима. Она была основана в 324 году. И именно в ней находятся частички Святого Креста, на котором был распят Иисус Христос. А вот, например, здесь мы проезжаем обычные жилые дома. Обратите внимание на ставни, я впервые такие увидела. Причем здесь они повсеместно. И когда мы будем гулять уже по городу, я тоже их вам покажу. Ну вот мы и вышли на станцию Термини, и людей здесь действительно много. Впрочем, как и во всем Риме. И первое, что бросается в глаза, это вот такие вот интересные светофоры в зеленом цвете, и они здесь тоже абсолютно везде. Они как будто, знаете, такие светофоры 90-х, 2000-х. Это интересное сочетание. Я бы даже сказала, сочетание времен. У нас случилась травла, у Саши не работают карты, я карты не скачивала, потому что я подумала, что ладно, не буду, потому что я хочу снимать побольше видео, чтобы мне оставалось, во-первых, побольше процентов на телефоне на это все дело, во-вторых, у меня такое, знаете, немножко топографический кретинизм, соответственно, у нас Саша рулит всегда картами, я такая, ну ок. В итоге у нас карты почему-то не работают. И не поверите, мы сейчас просто идем так, примерно представляя, куда нам нужно. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, план капкан: найти ближайший маг, чтобы подключиться к Wi-Fi, чтобы я скачала карты. План, который провалился, потому что нужна итальянская сим-карта, чтобы подключиться к Wi-Fi. Но мы-то с вами знаем, что в более туристических местечках, кафешках обязательно будет Wi-Fi для гостей. Многие ресторанчики здесь только готовятся к приходу местных и туристов. На самом деле в Италии много заведений открывается только после 12. И когда я искала интересные местечки, я обнаружила, что что-то здесь работает вообще, например, с 7 вечера до часу ночи. Ну ладно, пока все открывается, мы с вами просто будем следовать указателям, табличкам, которые есть во всем городе. В центре не так много машин, потому что здесь плата за въезд в центр.
Также вы можете въехать сюда на машине, если у вас есть разрешение от работы. Если не заплатили, не было разрешения, то будут большие штрафы. Соответственно, Рим — это действительно такое местечко, где все ходят пешком по центру. Сейчас мы идем к фонтану Треви, и по местной легенде нужно бросить монетку через левое плечо, чтобы снова вернуться в Рим. Ого, много здесь людей. Представьте, если так каждый кинул по монетке. А ведь действительно монеток здесь вылавливают очень много. Около 3000 евро каждую неделю. И если вам интересно, что в итоге делают с этими монетами, я отвечу. Их отправляют на благотворительность. Погнали на следующую точку, очень популярную среди туристов. И нет, это пока что не Колизей. Лайфхак, как ходить в Риме, чтобы не сгореть. И не забывайте наносить SPF 30 минимум. А еще очень многие здесь ходят под зонтиками, как туристы, так и местные. И хорошо, что здесь на каждом углу есть питьевые фонтанчики. Думаю, они точно кого-то выручают. В одном Риме около 5000 таких фонтанчиков. Ну что, вот мы с вами приближаемся ко второй известнейшей достопримечательности Рима. Это вот такой вот огромный, невероятный памятник. Да-да, все это один памятник. Памятник Виктору Эммануилу II. Да, правда, есть один нюанс. Сейчас он на реставрации. В общем, как вы видите, здесь небольшая реконструкция. Ну как небольшая, весьма такая грандиозная. Мне уже пришла идея назвать как-нибудь этот влог, типа «Рим немного не по плану» или что-то такое. Я не знаю, возьму ли я эту идею в работу, но, знаете, такая идея у меня была. Хотя вот, знаете, вот как только поднимаешься чуть выше, сразу же ничего вот этого не видно, и можно насладиться, даже восхититься, удивиться гигантскими масштабами этого памятника. Если бы вы знали, в реале он настолько огромен. Кстати, из-за этого как раз-таки во время его установки он вызвал такую неоднозначную реакцию местного населения. Почему? Да просто потому, что из-за его установки были снесены целые кварталы города, включая дома, церкви и древние руины. Но в итоге, как вы понимаете, памятник вписался и очень даже прижился. Причем с него открываются весьма симпатичные виды на город. Город, по которому мы с вами идем дальше. И третья наша точка — это, конечно, Колизей. И нет, это не то, что вы увидите прямо сейчас перед собой. Это древнеримский театр, и он действительно напоминает Колизей. Поэтому частенько его и называют маленьким Колизеем. А вообще этот театр — один из главных примеров римского театрального строительства. Похоже, невозможно дойти до Колизея, не увидев другие достопримечательности. Поэтому нам стало интересно заглядывать и в церкви, которые мы проходим. Вторая церковь, на которую мы наткнулись, была вот эта. И она особенная. И здесь всегда много туристов. Все потому, что при ее входе находятся вот такие вот уста истины. Легенда гласит, если лжец положит руку в этот рот, то рука будет откушена. Но мы не стали ждать своей очереди для фотографий, потому что очередь днем действительно большая. Зато, как видите, в саму церковь мы зашли. Обратите внимание, вот правила входа в церковь. Хорошо, что у меня было длинное платье. Ну что, продолжаем наш путь к Колизею. Мы уже совсем близко. Посмотрите, через какую красоту мы проходим. Что-то на невероятном. Сзади меня такая вот арена, на которой проходили гладиаторские бои 2000 лет назад.
это что-то с чем-то. Нам пора двигаться дальше. Наша следующая точка — это Римский форум. Но перед этим мы заглянем в кафешку, потому что уже очень хочется перекусить. Да и пить тоже. Вот, это норма в Риме, да? Посмотрите, это оливковое дерево. Очень приятно было его здесь увидеть. В последний раз я видела оливковое дерево, когда волонтерила на винодельне в Грузии. По очень крутой волонтерской программе. Мы прям с Сашей жили на этой винодельне, у нас было бесплатное питание. Ну и, конечно же, мы волонтерили там, помогали, не знаю, с вином, с уборкой. В общем, кстати, если вам интересно подробнее про эту волонтерскую программу узнать, туда может попасть абсолютно каждый. И прямо сейчас, если вам это интересно, я сниму отдельный ролик или расскажу, пишите в комментариях слово «программа». Вообще, я всегда очень стараюсь сделать для вас очень интересный контент, поэтому, если вы до сих пор не подписались на канал, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас, потому что впереди у нас еще очень-очень много контента, и мне, конечно же, бесконечно приятно, что вы подписываетесь. Здесь, кстати, как и обещала, показываю вам ставни на окна. Еще мне нравятся вот эти вот домофончики. Итак, как вы понимаете, мы успешно дошли до ресторана, подключитесь к Wi-Fi, слева, кстати, пароль можете забирать, а вот и название самого ресторана. И я его определенно рекомендую, потому что он, во-первых, относительно в центре, во-вторых, еда очень вкусная, и в-третьих, нас там никто не выгонял, мы сидели прям до упора. Для себя я заказала тирамису, Саша для себя заказал пиццу. Ну, кстати, со мной в итоге поделился, потому что она такая большая. Здесь есть еще такая небольшая терраса, и когда как раз-таки официантка услышала, что я хочу десерт, пока не услышала про пиццу ничего, она такая говорит, что, мол, десерты едят на террасе, а здесь, в самом ресторане, уже что-то поплотнее. Так, в общем, интересно. О, кстати, вспомнила, еще имейте в виду, что если вы едите на территории ресторана или его террасы, неважно, то вы будете платить чуть больше, чем тот человек, который берет еду на вынос. Больше где-то на 1-2 евро на одного. А вот сколько заплатили мы. Просто послушайте, как здесь тихо. Чисто слышно только, как мы идем с Сашей. И вот уже сытые и довольные, возвращаемся обратно, двигаемся в сторону Римского форума. Пила воду за 1 евро. Посмотрите. Это новая бутылка. Ну, в Европе сейчас вот такие вот бутылочки, где крышечка не отходит от бутылки, от самой. Смотрите. Это сделано так, чтобы отдельно в море, потом в океане не находились крышки, а отдельно бутылки, чтобы это не проглатывали маленькие какие-то морские жители. На мой взгляд, прикольно. Да, вот так вот это выглядит. Только что Саша обсудили, что, в принципе, наверняка они отрываются легко, но, по сути, рассчитано на добросовестных европейцев. Так что я думаю, что как минимум ситуация улучшится. Ну что, ребят, мы с вами подходим к Римскому форуму. Вообще, что это такое? Это такая древняя площадь в Риме, бывший центр политической и общественной жизни города. И сейчас, как видите, это археологический комплекс. И выглядит это все, конечно, очень эпично. Так что даже если у вас не так много времени на Рим, как и у нас, все равно обязательно сюда приходите, и это стоит того. Ну, а нам пора возвращаться в аэропорт. Мы летим в Барселону, так что подписывайтесь, скоро много видео оттуда. А что касается Рима, его масштабы поражают. Удивляет, что люди так заботятся о памятниках архитектуры, которым тысячи лет. Но я не могу сказать, что Рим мне однозначно понравился. Если честно, мне тяжело оценивать.
И я могу предположить, что на это влияет и то, что было очень жарко, 40 градусов, еще и у нас были тяжелые рюкзаки, поэтому я бы посмотрела на этот город зимой или осенью, так было бы проще составить мнение. И что-то мне подсказывает, что мы действительно с Сашей вернемся в Италию, ведь монетка была брошена в фонтан Треви.